Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, сегодня я не буду бороться со злом, я наоборот хочу к нему примкнуть. Поэтому сегодня у нас будет в катке нежить. Особенно я вижу здесь есть Джакира, а также я вижу здесь есть Спектра. Поэтому грех не реализовать нежить. Я давненько не выпускал ролик по нежити, поэтому, скажем так, это сейчас стало метой текущего патча. Да, вы не ослышались, нежить стала метой текущего патча. Покажу, как на ней играют в целом, как она что из себя вообще представляет, и скажу сразу. Эта синергия довольно-таки самодостаточная, у нее много плюшек, ну и, соответственно, много минусов, как я считаю. Но из-за того, что ввели нового персонажа, она стала намного играбельнее, чем была до этого. Во-первых, вы теперь можете сделать себе охотников, тем самым не ставя какого-то третьего охотника из вне нежити. То есть у вас 3 нежити, то есть Муэрта, Тракса и Конь. Ну, либо же олень. То есть, я думаю, вы тут поняли. Берем мы, наверное, палочку, либо шкатулку. Но я, наверное, возьму шкатулку по той же причине, что если мне придет и гиды со старта, там какие-то орки и тому подобное, то лучше все-таки будет Дискорд. Поэтому Дискорд мы, если что, пикаем. Мало ли. Возможно, у меня просто не получится сыграть, как я хотел изначально, через охотников чистых. Но, короче, посмотрим, как это будет приходить. На самом деле, настолько комфортный билд. Ого! Ого! Не, ну если так со старта приходит, то это по-любому нежить. То есть тут как бы гадалки не ходи, это будет по-любому нежить. Со старта я беру сразу, говорю, универсальные билды. Я не буду скипать этот талисманчик, потому что нежить контрит по сути жрецы, а тут есть жрец пятерка, поэтому не хотелось бы, чтобы меня просто взяли и жрецы вынесли чисто из-за того, что я скипну этот медальончик. Поэтому по-любому делаем нежить. Банша у меня пришла на 3-м раунде, в принципе, ну, почему нет? Я надеюсь, конечно, сейчас еще все охотники придут как надо, там вообще будет песня, то есть какое-то улучшение со старта. Возможно, я буду играть на эльфах со старта, то есть, ну, посмотрим. То есть, короче, давайте так, я не буду загадывать. Посмотрим, как оно будет. Сейчас взял немножечко уровня. Ух ты, барабан войны и клятва гнома. Оба предмета, они хороши. Чтобы вы понимали, просто если я возьму снайпера, то мне клятва гнома идеально зайдет. Если же возьму барабан войны, и он мне... Ну, кстати, короче, я уже пикнул, ну ладно. Короче, я взял барабан войны, потому что он намного будет импактнее, как по мне. То есть я со старта буду заливать всем своим ману, а у Абадона... У нежити очень много фигур, которые играются через ману, кроме вот Траксы, естественно. Та же самая Муэрта, она играется через ману. Поэтому, почему бы и нет? То есть реально, почему бы нет? На самом деле здесь драконы маги еще такие более-менее жесткие будут. То есть, в принципе, можно было бы и на драконах магов сыграть. Боже, как мне нравится Мирана. Какой же это хороший персонаж. Я считаю, шикарный персонаж. Просто шикарнейший. Просто бэм. Еще станчик, еще станчик. Ну, еще станчик. Бэм. Не, Мирана классный персонаж со старта. Вот этот вот самый долгий стан, это прям вообще, ну, песня. Конечно, у этого резака вы видели, какие шмотки там. И броня. И щиток. И все остальное. Кстати, по своему... Так, ну нежить мы по-любому берем. Возможно, я все-таки возьму Разора. Либо же цветку. Не, наверное, все-таки Разора. Цветки пятерки здесь нет. Я просто еще подумал, можно будет сыграть и на цветах. Но нет. Короче, беру Разора. И буду играть через него. Можно было бы еще через Лустрик попробовать сыграть, но посмотрим, короче. Так, рыцарь убираю, ВР-ку я, наверное, пока оставлю, либо же... Пусть пока будет ВР-ка. Мне все-таки ВР-ка тоже нравится, и если получится у меня сыграть через охотников со старта, то есть 6 охотников взять, то это будет вообще песня. Ой-ой-ой, какая у меня плохая расстановка сейчас против этого Гриттера. Ужасная расстановка, если честно. Я сейчас очень сильно получу по лицу чисто из-за того, что у меня расстановка плохая была. Максимально плохая против этого Гриттера расстановка. Ну ладно. Не, ну нежи довольно-таки неплохо слепит. Посмотрите просто. И дракончики, и тот, и сё. Так можно, в принципе, сейчас Мирану поменять местами, поставить нежить. И вот так вот, смотрите. 3 нежити, 3 мага, в принципе, шикарно. Мне бы желательно, конечно, в инкам выйти побыстрее. Было бы вообще все четко, но... Скорее всего, не получится. Скорее всего, не получится. Ну, даже если мне не получится выйти в инкам, то почему это плохо? Это будет неплохо, если у меня будет сильная фигура. В принципе, со старта пока что у меня более-менее все хорошо, но... Нужна ли мне Мирана? Вот давайте подумаем. Ну, ЦМК точно нет.
Я не буду через магов играть. То есть я вот целенаправленно хочу показать вам нежить, как на ней играется, в чем ее приколы, ну, все плюсы-минусы, грубо говоря, сейчас рассмотрим. Надеюсь, конечно, мне Муэрта придет пораньше, а то мне обычно Муэрта не приходит пораньше, она обычно приходит с таким опозданием, что просто нереально. Я только сейчас обратил внимание, что у этого чела шаман в двойку пришел. Не, ну шаман в двойку это жестко. У меня еще разор один раз закастовал вместо двух. Обещал два, закастил один. Балабол разор получается. Но сейчас у меня неплохо со стартом. Жалко, конечно, здесь нету лича. Было бы вообще шикарно. И я все-таки, наверное, буду выходить пытаться в инкам. Вот так вот поставлю. Придет сейчас еще одна нежить, и у меня будет 6 нежити. Надеюсь, конечно, что это придет как надо, все. Так, Мирану я... Мирану продаю. Все, я, короче, целенаправленно вот просто иду на нежить и все. И почему бы нет? И того немножечко убрал. Вот. Мне, конечно, вот этот вот персонаж, фигурка нежити не нужна, которая воин, которая хукает. Он мне не нужен, этот персонаж. Ну, он такой слабоватый персонаж. Минусов, конечно, у него много. Один из минусов, который я считаю, смотрите, да, когда он хукает кого-то, он наносит урон во время хука, то есть когда прилетит. И второй урон он нанесет тогда, когда притянет к себе. И, соответственно, стан сработает только тогда, когда он притянет к себе. И это огромный минус этой фигуры. Вот реально огромный минус. Тут немножечко получил по щам, но в принципе ладно. Да, ну, это так. Это такое. Боже, как мне нежить идет. Боже, вы просто посмотрите на эту нежить. Мог бы попробовать сейчас взять уровень 6 и просто выйти уже, грубо говоря, на винстрик. Но, честно, не особо хочется. Я лучше в следующем раунде возьму немножечко уровня. Точнее, очень немножечко. Я просто возьму уровень в следующем раунде. При этом потеряю минимум по деньгам. Главное, чтобы я сейчас минимум по хп потерял. Иначе, если я потеряю много по хп, то это будет очень даже жестко. Вот. О чем я еще хочу сказать? По поводу своего состояния здоровья я написал в Телеграме. По моему внешнему виду сейчас, наверное, видно, что я более-менее выгляжу. На самом деле нет, ребят. Мне настолько жарко, и я не понимаю, то ли это температура, то ли это мне жарко. На улице вроде сейчас уже похолодало, но тем не менее мне очень жарко, и я надеюсь, что это не температура. Поэтому если вы увидите на моем лице капельки пота, то это означает, что потная катка. Потная катка. Вот особенность, когда у чувака в двойку пришел это. Ай, короче. Не, ну тут без раздумия я просто беру уровень, выставляю сейчас себе 3 охотника, и просто замечательно. Посмотрите, у меня сейчас 6 нежити и 3 охотника. Вот то, о чем я говорил сейчас, это мощь нежити в этом патче. То, что вы ставите 3 охотников, при этом вам не нужен другой охотник, и вы максимально можете бафнуть свою нежить. Это шикарно. Еще Муэрта, которая, ну, на самом деле, я считаю ее сбалансированным персонажем, я считаю, она не имбалансный персонаж, но, может быть, я бы немножко ей подрезал это нахождение в астральной форме. Вот, я бы немножко это подрезал. Там 6 магов собралось, вот маги проблема. Итак, что делает нежить? Когда нежить второго уровня баф у вас, то есть 6 нежити, то вы даете минус 50% хп как своим фигурам, так и... Боже, вы посмотрите, как идет, еще и гримтач. Не, ну гримтач... Не, я через волшебников не буду играть. Дискорд уже скипнул, мне не нужен. Минус армор возьму, почему бы и нет. То, что там 6 магов, конечно, это меня не радует, но в принципе и ладно. И ладно. Там гритер даже есть. Вот самая огромная опасность это вот гритер. Гритер это тот чел, который меня просто может порвать, разорвать на мельчайшие запчасти. Просто уничтожит меня. Ну ладно. Так вот. Баф нежити. 6 человек, которых, ну, 6 фигур. Короче, баф второго уровня нежити. Он дает минус 50% хп как своим фигурам, кто не нежить, так и вражеским фигурам, кто не нежить. Шикарно? Считаю, да. Ну, баф охотников это шанс второго доп. Выстрела 25%, а у Муэрта еще и пассивка есть, которая дает шанс доп. Выстрела. То есть, ну, Муэрта прям сильно смотрится в этом патче. Может быть, стоит... Вот напишите в комментариях, чтобы вы поднерфили Муэрте, чтобы она не... Еще и медуза. Ну не, медузу я не буду собирать. Не хочу. Ну, кстати, сейчас можно было бы, в принципе, и лук взять. Но
он слишком... Вот понимаете, там куча предметов таких, которые мне нужны, а вот этот вот предмет, лук, он не особо хороший. Тут не... Ну ладно. Ладно, пойдет. Вот эти вот 30 магического урона, в принципе, пойдет. Пока что я все в траксу закину, так как оно у меня мейн керри. Мне кажется, хотя, не, банша будет сильнее, потому что есть колечко. Я просто вместо вот этого хука поставлю пока что. Вместо вот этого вот нежить воин. Так вот, вот тут лук, он слабоват. Он дает 10% скорости атаки и всего лишь рейндж тычки на, ну, на 2 клетки вперед. Как по мне, это очень слабый баф. Намного сильнее баф выглядит другого предмета, допустим, тот же мини-МКБ, который дает 50% гарантирования попадания, плюс урон немножечко. Молнии вообще шикарно выглядят. И обалденно выглядит маска, которая дает отхилы и скорость атаки. Вот эти вот предметы, они мастхэвные. И они намного лучше дают мне. Вот прям намного больше всего дают. Еще бы, конечно, острые наручи выпали, они вообще идеально заходят под мой билд. Потому что у меня есть танки, я закидываю острые наручи в своего танка, так как там минус 50% хп, я просто срезаю им половину лица, просто как с куста. Мне бы в идеале сейчас банша пришла в двойку, это было бы вообще просто песня. Но мне кажется, она не придет. Мне кажется, она не придет. И вот мне интересно, кого я буду кирить в этой игре? Если честно, мне Муэрта так тяжело идет. Вот, ребят, я не могу вам просто передать своими словами, насколько она мне тяжело идет. Ее не то, что даже когда ее не собирают, она очень тяжело идет, поймите. Она очень и очень тяжело идет. Вот прям нереально тяжело. А так как это сейчас мета этого патча, то есть играть на нежити, играть на охотниках через нежить и тому подобное, то ее пикают абсолютно все. Все, кому не лень. Все собирают нежить, все собирают охотников и просто собирают ваши фигуры. Тракса, Муэрта, просто не улетают. В основном они берут Муэрту по той лишь причине, что у нее есть свой пассивный доп. Шанс тычки. И это прям реально очень мощно выглядит. То есть у вас, мало того, что у охотников есть шанс тычки 25, 30%, 40%, 50%, плюс вы увеличиваете свою атаку, и она становится вся магической. То есть, ну, там Муэрта реально хороший персонаж, я считаю, она довольно-таки мощный персонаж, но не имба. Запомните, это не имба персонаж, ее законтрить как два пальца об асфальт, там куча есть предметов, которые могут законтрить. Элементарно есть боги-орки, которые будут вас крутить просто, и Муэрта не будет бить ничего в эту крутилку. Да, пока у вас там будет откат, она там может еще пострелять физическим уроном, но в остальное время нет. Она ничего не сможет сделать. Вы просто посмотрите. На самом деле, вот баф нежити минус 50% хп, насколько же он мощный. Но и мне очень нравится персонаж, это тот убийца нежить. Очень сильный персонаж. Чтобы вы понимали, он дает, выпускает свои шипы. И весь урон, который нанесется в эти шипы, он мало ли того, что отразится. То есть он нанесет 100% обратку. 100% обратку. Плюс застанет на пару секунд. Короче, отбратка урона плюс стан. И это то есть либо тычки, либо магического урона. То есть, ну, это прям реально сильно выглядит. Это хороший танк. Это хорошее отражение урона, это хороший нюк, это хороший просто дебафер. Ну, просто хороший персонаж. Он просто мощный, он даже не имба, он просто приятный. И его я бы так, ну, если есть возможность, то я бы лучше его собирал. Если же нет такой возможности, то, естественно, лучше его скипнуть, потому что не всегда он хорош. Вот. Ну, в принципе, это все, что бы я хотел так сказать. Вот, смотрите. Ну, Гриттер это Гриттер. Он хрону свою ставит и все. А, кстати, как работает этот Никс против Гриттера, то работает он следующим образом. Он просто берет и возвращает урон. Стан не дает, естественно, просто возвращает урон. Вот у меня Тракса просто решила пеньки побить вместо того, чтобы Прозора побить. Ну, молодец, Тракса. Молодец. Гениальная Тракса. У меня ничья, я дракончика продал, чтобы выйти в 40 монет и максимально быстро 50 получить. О! Небольшой апгрейдик есть. Спасибо хоть на этом. Кого бы я хотел скипнуть? На самом деле, Банши мне не особо хочется скипать, но думаю, придется. Банши сейчас довольно-таки будет слабой. Намного сильнее смотрится эта винга, у нее есть стан, у нее есть нюк в 200 урона, то есть она довольно-таки мощная будет. Из-за того, что у нее есть нюк, у нее есть стан, а так как там минус 50% хп у каждого, то там, ну, реально мощно выглядит. Поэтому я бы пока поставил вингу лучше. Посмотрим, как оно дальше, конечно, будет, но я надеюсь, что у меня банша придет пораньше. Если она придет, то я по-любому ставлю банш. По той лишь причине, что даже если Гриттер поставит свою хрону,
то моя банша будет его бить в хроне. То есть, если она успеет скилл раньше закастовать, чем он хрону поставит, то у меня банша просто будет его испепелять. И вот просто посмотрите на мобах, как это хорошо работает. Минус 50% хп, и насколько это заметно. И на самом деле я рекомендую всем, кто играет на нежити, это играть через физический билд, не через магический. Да, там... Не, ну тут-то как бы мы понимаем, да, что тут ну, по любасику нужно сейчас брать банши. Поменяем сейчас предметы. Предметы мы закидываем, естественно, в нашу банши. Делаем как-то так расстановочку. И я, наверное, все-таки, не знаю, либо Никса оставлю, либо жреца. Так, ну того я продал уже. Ух ты! Но клятва мне не нужна. Мне нужно посох забвения брать, либо же пробовать молнии искать. Я на самом деле, наверное, все-таки возьму этот посох. Как-никак, это шанс попадения. Плюс это урон. Минус армор я скипну, может палка выпадет. Клевер. Какой же неприятный предмет не упал, конечно. Мне вот этот блинк вообще не нужен. Объективно, он мне вообще не нужен. Ну вот, смотрите сейчас. Если хрона упадет... Вот, хрона на баншу упала, а у меня там скилл закастовался, и поэтому он просто дамажит. Красиво, прекрасно и замечательно. Шикарно. А так как у Гриттера немного хп, из-за того, что я ему дебафаю 50%, это прям вообще сочно выглядит. Возьму немножко, поставлю чернокнижников. Или не поставлю. Не буду ставить, я лучше поставлю нежить. Те 15%, которые мне дают чернокнижник, они ни к селу, ни к городу. И, наверное, я все-таки вот это вот блинк поставлю в Никса. Мне кажется, так будет намного лучше. По крайней мере, я так считаю. А как оно сейчас будет на практике, мы сейчас увидим. Я надеюсь, реализация будет максимальная. То я здесь вообще вижу покатки. Два гриттера. Ну, это стабильно сейчас гриттеры в мете по той лишь причине, что они, если хрону ставят, то, скорее всего, не нежить эту забирают без единого шанса. Тут я вижу, собираются бог-орк. Не очень, конечно, приятно для меня. Я уже говорил, что бог-орк довольно-таки неплохо будет меня разбирать. Ну, пока что нет, но в целом он будет меня неплохо разбирать. Бог-орк это хороший контрпик нежити. Вау! А вот и баф чернокнижников. А вот и баф чернокнижников. Шикарно? Я считаю, да. Я немножко делаю сейчас такую расстановку, чисто из-за того, что против меня есть гриттеры. Если я бы всех сейчас кучно поставил, гриттер бы накинул на меня хрону, и что бы я потом дальше делал? Ничего. Жевал бы бамбук, смотрел, как меня уничтожают, унижают, плюют в лицо за то, что я играю на нежити. На самом деле, знаете, давно мне так не шло хорошо по нежити, у меня довольно-таки хорошие фигуры, еще бы они, конечно, апгрейднулись идеально, и было бы вообще просто, ну, замечательно. Но мне, скорее всего, Муэрто не придет. Ну, видите, у меня тракца идет, а Муэрто вообще, скорее всего, не придет. Я чуваку винстрик сбил. Я даже не заметил сразу. Так, два танка у меня уже есть, отлично. Так, ну Никса, в принципе, можно сейчас поставить в другое место. Или попробовать колечко рольнуть. А, я колечко сейчас не могу рольнуть. Ну, короче, пока так. Может, мне Никса придется вообще продавать. Потому что на самом деле я бы хотел Абадона себе. Хотя, может, и Никс лучше был бы. Но Абадон просто, понимаете, он накидывает свой щит. Он массово наносит урон. А по Никсу нужно хотя бы тычку дать. То есть тычка, скилл. Ну, в общем, придется менять. Тут еще, кстати, есть Джакира. А у меня есть Виверна. Если был бы Лич, у меня был бы еще баф 9 нежити, 3 охотника, 2 чернокнижника и 3 мага. Ну, плюс 3 дракона. Это было бы прям вообще песня. Так, бог-орк вижу, 2 гриттера вижу. Но у меня пока все хорошо. Надеюсь, так оно дальше и будет. Мне бы не хотелось, чтобы меня сейчас порвали, конечно. Но Никс на самом деле не супер бесполезная фигура. Это даже очень хорошая фигура. Вот серьезно. А, ну это бот. Я-то думаю, что так просто? Это бот. Ну ладно. Минус один бот уже. Ух ты. Можно было бы, в принципе, и ведьмаков поставить, да? Если бы мне пришла спектра, у меня есть винга.
Там, доставляю одну фигуру, доставляю волшебников, и все, у меня 4 ведьмака еще даже будет. Ну, если правильно так посчитал, то, скорее всего, у меня будет даже 4 ведьмака. То есть у меня было бы 9 нежити и 4 ведьмака, скорее всего. Правильно? Поправьте меня в комментариях, если я неправильно посчитал. Но, по-моему, в 10 уровней я укладываюсь. То есть у меня 9 нежити, 4 ведьмака, я должен в это уложиться. Если же нет, то в комментариях меня поправьте, чтобы я заткнул свой рот, скажем так. Вот. Кстати, на нежити довольно-таки легко играть через лустрик. Вам нужен этот жрец, вы его просто качаете потихоньку, играете же через лустрик. Максимально выходите в быстрый уровень. Максимально плохо у вас все по хп. Хотя на самом деле, если все более-менее будет хорошо, то в принципе и по хп у вас тоже должно быть очень даже неплохо. Ну, пока нормально. Пока нормально. Я думаю, сейчас люди, которые видят в катке нежить чуть ли не каждый раз, они думают такое: Саня, блин, там есть маг-дракон, и, наверное... Ладно, я возьму хрустальный вот этот топор, дезолятор. Я в него верю, этот предмет. Думаю, он меня не подведет. Вот это вот колечко я скипаю. Кристалл маны я закидываю в банши, чтобы он сразу инкастово кастовал свою способность, и она уже уходила в откат сразу, пока действует. Как-то так сделаю. На самом деле, может броню еще отдать. Ну, броню я, наверное, в Никса отдам, как не менее, тем не менее, у него там 16 армора, и я думаю, нормально. Просто смотрите, почему я сейчас все тут в банши закинул. У меня банши сразу сейчас закастует свою способность и будет наносить уже урон. Если какой-то будет против меня гриты, то гриты там поставят свою хрону, а банши у меня уже кастует свою способность, и в принципе все более-менее замечательно выглядит. Ну, это пока в теории на бумаге, и на практике, я думаю, мы в скором времени проверим. Взял я дезолятор по той лишь причине, что у меня будет урон с руки. У меня скоро будет уже 9 нежити, то есть уже скоро ранний будет 9 нежити. В принципе, пока все довольно-таки неплохо. Тьфу-тьфу-тьфу, как я уже говорил. Так вот, вернусь к той теме, что... А вот давайте сейчас посмотрим, как против меня тут бог-орк сыграет. Да, конечно, пока не бог-орк, это просто орк с сумонами. Вот огромный минус, если против вас играют сумоны, то есть вы играете на нежити, а против вас играют сумоны, то Царство Небесное сочувствуем всем, кто играет на нежити в это время, потому что вам житья не дадут. Ну вот, видите, как меня сейчас просто змейки подушили. Даже вздохнуть не дали. Просто 3 змейки, 1 кабанчик и все. Проблем нет. Вот, кстати, вот один из моментов, как контрпикать нежить. Бог, орк, через сумоны и просто песня. Так вот. Вернусь к той теме. Сейчас, наверное, каждый, кто меня смотрит и кто... Кого же скипнуть? Так вот, тот, кто меня сейчас смотрит и в каждой своей игре видит то, что против него играет нежить, там охотники, нежить и тому подобное, думает: Саня, как ты мог? Саня! Ну как так? Ты должен был бороться с этим злом, а не примкнуть к нему. Ты должен был. Ну, ребят, я ролик с нежитью выпустил в день патчи, и там я не фуловую нежить показывал. Там я показывал 6 нежити и 4 бога. Это было прям, ну, реально прикольно. Ну, кстати, я сейчас возьму 9 нежити, выйдя немножечко из инкама. Все шикарно. Беру Траксу по-любому. Верну я апать пока не буду. Она мне не особо нужна. Хотелось бы, конечно, Вингу апнуть в тройку. Это было бы вообще песня. Огромный стан, огромный нюк. Но на самом деле, я думаю, Вингу мне придется скипнуть. То есть, мне нужен по-любому жрец, мне нужен по-любому Абаддон. Да, я, наверное, буду скипать все-таки. Мне нужен будет по-любому Абаддон. Просто смотрите, жрец массовый урон чистый. Абаддон это массовый урон плюс щит. То есть поддефать может. И все. А Винга это таргетный стан. Да, конечно, он может там в какой-то период времени зарешать, помочь и тому подобное. Ну, кстати, видели, как меня только что Гриттер испепелил? Ну, сейчас посмотрим. У меня 9 нежити, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, кто кого. Ну и кто кого, а? Поиграл на своих Гриттерах? Бывает. Честно, не обидно, потому что у меня эти Гриттеры так в печенках сидят. О, апгрейд жреца. Вот это вот мощный апгрейд. Сейчас я немножко кучно всех ставлю из-за того, что у меня есть арканцы. Мне надо арканцы, чтобы работали на все мои фигуры, кроме вот Траксы и Винги, потому что у них пассивочные скиллы. Именно по этой причине я и
расстановку делаю вот такую какую-то. Я вот даже подумал, может, что перекинуть. 2 гритера, бог-орк. Честно, я в душе не понимаю, как ребята находят раннего Джаггера в тройку и тому подобное, потому что я, когда играю на богах-орках, мне Джаггер приходит на раунде так 35-м. Дай бог, чтоб не 40-м. Там, кстати, маг собрался, и у меня, ну, он, конечно, там в лоу-лоу, то есть очень внизу находится, но тем не менее... Может, ты сдохнешь уже, Марси? Пора. Молодец. Все, давай, откисного делай. Пока-пока. Так вот. Небольшое улучшение. Так, жреца по-любому я буду апать. Беру уровень. Мне нужно 10 взять как можно быстрее. Чтобы мне виверна пришла, я бы поставил виверну. У меня все мои драконы сразу перевоплощались, кроме вот этой виверны, которая хилит. Но самое главное здесь это Джакира. Если Джакира будет в двойку, это обалденный, мощный нюк со старта. С дебафом скорости атаки. То есть там просто, песня. Плюс, когда Джакира плюнет свою тычку, скорее всего, кто-то да умрет. А так как там, там немножко АОЕ есть все-таки урона, то, думаю, будет довольно-таки неплохо. Так вот, напишите вот в комментариях мне, вот прямо сейчас вот я задаю вопрос, а вы мне пишите, у кого еще такая же тема, когда вы играете на богах-орках, кто-то собирает Джаггера там на 18-м, на 20-м раунде, а вы как, ну просто, я даже не знаю таких слов подобрать, чтобы они были культурные, чтобы передать всю эту боль, передать все это, ну вот это вот все, короче, вот это вот все передать. Когда вы собираете на 35-м, 40-м раунде Джаггера, а чел какой-то собирает на 20-м. Я этого честно не понимаю. Кому они там молятся, кому они там иконы ставят? Богу рандома? Кстати, я возьму цепочку, потому что у меня никакого отхила сейчас со старта нету. Ну, у меня есть там чернокнижники, да, они дают 15% отхила. Но это бред. Ну вот бог орк, это, конечно, ну... Меня больше смущает этот Джаггер. Он еще, кстати, шаманов поставил. То есть, это отличный контрпик, на самом деле, нежити. То есть, если вы не знаете, что собирать, вот, боги-орки плюс шаманы. Если тут же есть хан, в билде вы можете поставить еще и горн. А там можно и фуловый горн выставить, и там вообще, ну, торба будет. Просто торба. И все. Что нужно для крутилочки, так это то, что маска 5-го тира. Все. У вас есть маска 5-го тира, вы на Джаггере в троечку можете просто здесь раскатывать всю эту нежить вдоль и поперек. То есть, смотрите, мой стол, у меня никакого особого апгрейда нету. Да, у меня тут есть Тракса, окей. Но а где моя Муэрта? У меня таких персонажей нет. А чел сразу и маску себе нашел, и взгляд АЗС, и острый наручи. То есть, там полный фарш. То есть, вот это вот показательный Джаггер. Что нужно для игры на Джаггере? А ничего большего. Лучше бы я молчал. Лучше бы я завалил свой рот, чтобы не приходило ко мне вот это вот чудовище сейчас. Вот честное слово. Со своими шаманами, со своим Джаггером крутящимся. Вот просто посмотрите, я ему даже ничего не сношу. Самое смешное, что взгляд Азеса, если был бы у меня, я бы ничего ему даже не сделал. Вот самое смешное, то что если бы у меня был взгляд Азеса, то я бы Джаггера не дебафал. Это очень, ну это немножко крин. Ну спасибо, хоть Некр апгрейднулся. Ну Банша приходит, тоже спасибо. А можно Джакира? Здесь еще кунфу МК, ну... Ладно, короче, МК, гуляй ты лесом. Или не гуляй. Вот какой я непостоянный, да? Определиться не могу. Боже, он и Марси в тройку нашел. Ну, так как вы так делаете? Объясните мне. Каким образом вы ролите себе такие вот ранние фигуры в тройку? Ваши мейновые керри, каким образом? Ладно, окей, Гриттер, ему реально могло повести на Марсе в тройку раннюю. Окей, Гриттера мы как-то не осуждаем, потому что он на 7 уровне начинает ролиться по полной программе. Кунфу я решил распродать, просто выйти в монетки по той лишь причине, что, ну, мне надо ролиться. Мне нужны деньги, у меня не будет времени перестроиться. То есть, если я начал на нежити, то, скорее всего, на нежити я сейчас и закончу. Вот просто посмотрите, насколько Марси в тройку имба. Ну, кстати, внешка прикольная. Я бы тоже себе хотел такое. Просто Марси в тройку ему очень много дала. Очень. Как они так делают?
Честно, я не понимаю. О, Муэрто. Вот смотрите, у меня... Наныл. Так, ладно, Никс. Будем мы с тобой прощаться, Никс. Ты у меня извини, конечно. Будем мы с тобой прощаться. Или не будем. Или будем. Не знаю. Сейчас подумаю. Но, скорее всего, мы будем сейчас прощаться. Бусы я оставлю. Вот эти вот предметы я скипну. Они мне не нужны. Сейчас медальончик один скипну, один оставлю. Все равно через... Опа, криты. Отлично. Я все закидываю Муэрту, потому что я напомню. У Муэрта есть доп. Тычка раз. Алхимик на всякий случай возьму. Сейчас объясню, зачем мне алхимик. У Муэрта есть доп. Тычка своя. 30%. От охотников 25%. Плюс у нее магический урон есть. Но, конечно, против Джаггера это бессмысленный магический урон, как мы видим. Ребят, вы спрашивали, как контрить нежить. Ну вот вам в прямом эфире показывают, как контрить нежить. Боги, орки, шаманы. Все, что нужно для счастья. Боги, орки, шаманы. Играть через гритеров. И, в принципе, все. Больше тут придумать даже нечего. Ну, зачем что-то придумать, когда можно не придумывать, да? Вот есть рабочий билд. Как бы играбельный. Если мой мейн-керри сейчас не берет как надо, то у меня будет огромнейшие проблемы. Я, кстати, сейчас расстановку немного поменяю. Мне кажется, очень сильно сейчас плохо сыграла моя расстановка. Алхимика я сейчас алхимика взял чисто из-за того, что, возможно, у меня получится еще синергию Киры собрать. То есть я уберу, наверное, драконов и поставлю лучше синергию Киры. Мне кажется, так будет намного поярче. Ну, тоже, если Джакира в двойку придет, это будет не ошибка, то, что у меня будет Джакира. Потому что, извините меня, Джакира может реально закинуть свой нюк и ваншотнуть половину толпы. Ну, как минимум, одну-две фигуры он сразу ваншотнет. И если это будет нужная фигура, то это, извините меня. Ну, давайте посмотрим. Плевок. Просто половину хп снес. Это он в единицу. А если в двойку, то там вообще будет песня. Ну вот, гритер еще. То есть, вот, ребят, смотрите. Запоминайте, как контрить нежить. Вот. Вот вам как бы, вот. Но на самом деле тут очень сильно зароляла моя расстановка. Она была максимально плохой. Ну как она максимально плохой? То есть мне гритер прыгнул на моих керри. Все. И хрона поставилась на моих керри. Все. Добавить тут мне нечего. Ну, как бы да. По сравнению... Ух ты. Не, ну тут, скорее всего, буду керрить Траксу. Боже, какая там Марси огромная. Я просто смотрю на нее, и у меня слезки на глазах наворачиваются. Тоже хочу такую. Только не Марси, а Муэрту. Муэрту в тройку. Но мне кажется, быстрее Такса соберется в тройку, нежели Муэрта. Не знаю, у меня с Муэртой как-то не заладилось особо отношения. Ну, туда у меня просто не собирается, и все. У меня собираются все, но не Муэрту. Я давно Муэрту себе в тройку не собирал, вот честное слово. Вот очень давно не собирал себе Муэрту в тройку. О, МКБ. МКБ мы берем, потому что там Радик есть. А у меня есть криты. В принципе, мини-МКБ я могу... А я не могу ничего переделать. Все предметы, которые тут есть, они всем не нужны. Все абсолютно нужны. Не знаю, может попробовать Траксу закерить. Хотя мне кажется, это ошибка. Просто Муэрте нужна мана, чтобы перевоплотиться и сразу внести свой магический урон. А Траксе не надо. Тракса как-то выгоднее смотрится. Да. Если что, я только что случайно кнопочку нажал и сломал всю свою расстановку. Ладно. Ладно, что ж, давайте хоть одного керри наноем нормального. Давайте вот все вместе сейчас, вместе со мной начинаем ныть. Муэрта, либо Тракса. Муэрта, 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 Муэрта. Ну, серьезно, мне вот интересно. Вот, ребят, есть такие вот у нас сейчас? Вот напишите в комментарии, есть ли такие, кто очень ранних керри собирает себе там в тройку. Вот, нужных керри, я аж от нервов палку забыл закинуть. Ну, кстати, сейчас неплохо так было. Он, конечно, скорее всего, меня сейчас вынесет из-за того, что у него Марси в тройку. Или не вынесет? Не вынесешь. С своим бессмертием. О! Успел. Я думал, если честно, сейчас не успею вынести Марси, а успел.
О, улучшение. Ты глянь какое. Не знаю, может быть, палку отдать Траксе. Никс. Ну, Никса я вместо Винги все-таки поставлю. Никс мне больше нравится. Все-таки стопроцентное отражение урона плюс стан вдруг чего. Как по мне, это шикарно. Вот реально это мне кажется шикарно. Это намного будет сильнее, нежели у меня там была бы Винга. Конечно, Винга это станчик там на 2 секунды. Но мне, как по мне, это какая-то, ну, я думаю, вы сами понимаете. Там, если заметили, чел еще и жрецов собирают. То есть, если он будет проигрывать, то, скорее всего, он поставит жрецов. И мне... Опять ты со своей крутилкой пришел ко мне, еще и с алым сердцем. То есть, у него алое сердце раз. У него маска 5 тира 2. И ему мало, он пришел еще и за мной. Слушай ты сюда меня, крутилочник. Взял себя и укрутился в закат. Чтоб я тебя здесь не видел. Ты понял меня? Укатись, я тебе... Пишем в комментариях, осуждаем джаггеров. О, все. Получится ли у меня Траксу без яйца собрать? Давайте попробуем. Ну тут безоговорочно керим Траксу. Ману отдаем Уэрте, а палку отдаем Траксе. Все. Ну, я думаю, хотя бы Тракса в тройку сейчас что-то сможет сделать. Даже не так. Я не думаю, я в этом уверен. Чел на гритере аж вылетел. Надеюсь, ты с концами вылетел. А, вот кто моему Эрту покупал. Это вот этот гритер собирает моему Эрту. Понятно. Короче, ребят. Пишем в комментариях. Осуждаем крутилочку. Осуждаем. Не дает поиграть на нежити. Душнила. Боже. Тракса с 2 тычек героя в тройку забрала. Боже, вы посмотрите, что я сейчас с ним творю. Сколько тебе... Все, вылетел. Так, -1 гритер. Отлично, жить-то. А получится у меня спектру собрать без яйца? Интересно. Я думаю, не получится, но тем не менее, посмотрите, у меня теперь еще есть мейн, хороший танк. Там, конечно, очень серьезный персонаж на Гритере. У него Марси в тройку огромнейшая. Да блин! Ну приди улучшение, а? Там Джакира в двойку приди уже наконец-то. Там Зевс уже в двойку собрался, обалдеть. Он на своей крутилочке меня бесит. А, они деньги сролили. Ну, короче, сейчас посмотрим. Если мне повезет, то я Гритера очень быстро шотну. Если, конечно, он мне хрона на все лицо не поставит. Если мне хрона на все лицо поставит, то Марси мне его прыгнет, затолкает обратно, откуда я тычку себе вернул только что Траксой. Я думаю, я себя сейчас ваншотну. Кстати, там крит на 3000 вылетел от Траксы. Получается, Тракса что-то еще может. То есть все собирают Муэрту, я собрал Траксу и вынес только что Гритера. Отправил Гритера в могилу. И Спектру собрал в двойку. Еще и вынес этого крутилочника. Блин, 35 раунд. Я надеялся, что он не доживет до 35 раунда. Ой, яйцо. Так, ну, что мы делаем с яйцом? Я, наверное, его оставлю пока что. Джакира я не буду апать, наверное, яйцом. Ну, наверное. Не уверен, конечно, но, наверное, буду апать яйцом, наверное, жреца, либо же спектру, либо же банши. То есть одну из 2 персонажей я точно буду апать. Конечно, то, что у меня появилась спектра как танк, это вообще просто, ну, белиссимо. Я как настоящий итальянец. Итальяно, мурмия. Ладно, у меня уже крыша поехала чуть-чуть. По-любому температура не жарко. Давай, сейчас нормальный... На самом деле, клинок тени нехороший, говорю, предмет. Неплохой предмет. Кстати, я, скорее всего, сейчас это будет конечное. Да, скорее всего, сейчас это будет конечное. Я сейчас предметы пересоберу. Мне бы в идеале сейчас бессмертие упало. Либо же молнии. Я возьму Аганим. Посох Великого Мага — это предмет из доты Аганим. И я закину его в спектру. Это сейчас такой будет развал. Сейчас, скорее всего, будет последняя катка, поэтому я сейчас все деньги ролю. Может, получится у меня все-таки собрать. Так, Джакира в двойку собрался. Окей, отлично. Муэрта. Ну,
Жрец. Еще один жрец. Давай жреца в троечку. Так, банши еще собирается. Но на самом деле, я бы либо хотел себе банши в тройку. Я возьму жреца. Жрец это чистый урон, а как мы помним, там Джаггер. Ну, смотрим на эту реализацию. Чпуньк. Ну, Джаггеру, конечно, я ничего не снес, но жрец там заметно только что поработал. Боже, как Трокса пинает его. Я его вынес! Замечательно. Просто прекрасно. Трокса, получается, что-то еще может. У меня, кстати, стрик побед. У меня 14 побед подряд в ранговой катке. Вот этот вот Джаггер. Ну, я считаю... Серьезный такой паренек, конечно, до изолятора его не красит. Третьим местом был Гриттер и еще один Гриттер. Два Гриттера были очень серьезные. Вот. Короче, вы спрашивали, как контрить нежить. Вот явный пример, как контрить нежить. Да, я его сейчас вынес. Ребят, но давайте будем объективны. Мне очень хорошо повезло по предметам. Да, ему там повезло то, что у него ранний Джаггер пришел, но мне очень хорошо повезло по предметам. И очень хорошо, что ко мне пришло Джакира в двойку, у меня пришло Спектра в двойку. И на самом деле очень хорошо, что ко мне пришел Аганим. То есть Аганим в Спектру это очень сильный предмет. Да, там иллюзии не очень много дамажат, там, по-моему, по 500 урона они дамажат, что-то типа того. Скорость атаки 1 секунда, по-моему. То есть тычка раз в секунду дается вот эти вот 500. Ну там двойной урон, если там... Короче, я думаю, вы понимаете, как она работает, эта Спектра сейчас. Это, в принципе, довольно-таки сильный персонаж. Реально сильный персонаж. И, в принципе, у меня... Ну, хорошо, что мне пришли хорошие предметы на керри персонажа Траксу. Ну и в целом, как мы видим, если Муэрты не приходят, это на самом деле лучше керрить Муэрту. Вот в реальностях лучше керрить Муэрту. Как контрить нежить? Вот. Боги, орки, шаманы. Докидывайте горн, то есть смотрите по обстоятельствам. Возможно, вам придется закирить Зевса, если против вас кири Муэрта. Ну, естественно. Короче, тут выбора у вас становится миллион. Также вы можете перестроиться в жрецов, вынести с жрецами, то есть просто возьмете под контроль вражеские фигуры. Но тут у меня очень сильный стол получился. Я сам не ожидал, что он настолько сильный получится. Как вы видели, он меня выносил до определенного момента, а сейчас уже все, ну, не получилось. Но на самом деле он какой-то... Вот, допустим, Гриттер, вот этот на третьем месте, мне вообще не нравится, каких он там персонажей собирал. Реально бредовые. Гриттер на 4-м месте, ну, более-менее уже фигуры, да. Тут Марси, Гриттер, Жрец, Омник, Шаман. То есть на 4-м месте мне больше нравится Гриттер, нежели на 3-м месте. Просто каким-то образом он там переиграл его, либо что-то типа того. Ну, короче, вот явный пример. Боги-орки, шаманы могут спокойно контрить нежить. Особенно если против вас еще, ну точнее у вас еще есть возможность выставить фуловый горн. Также вы можете выставить 6 шаманов под орками. Также вы можете перестроиться в жрецов на орках играя. То есть множество вариантов, как вы можете законтрить нежить. Также фуловые эльфы. Очень даже хорошо контрить нежить. Кто-то говорит нет, на самом деле нет. Ребят, очень хорошо контрить нежить. Просто попробуйте собрать ее через волшебников. Если же против вас нету ведьмаков и чистого урона, соберите воинов через волшебников и через универсальных героев, такие как Омник, Жрец, Трентуху можно взять. То есть вот таких вот персонажей. Ну, думаю, там вы уже разберетесь, что мне вам подсказывать. Попробуйте. Раз такая пляска пошла, и все играют через нежить, и просто контрите их, и все. Не стыдитесь, собирайте крутилочку, крутите их просто, вот, просто как на мясорубке. А так, ребят, понравился ролик? Не забудьте оставить свой лайк. Да, мне ваш лайк нужен. Он мне нужен в поддержку моего ролика, чтобы ролик продвинулся в рекомендациях. И в целом просто его много людей увидело. То есть, ребят, ну и плюс это благодарность мне все-таки как-никак. Поэтому лайк оставили. Комментарии, что думаете по этой катке, оставили. Соответственно, там какие-то моменты тоже подметили, оставили. Вопросы задаем, не стесняемся. Все это в комментариях. А также не забывайте, у меня есть телеграм-канал, в котором я веду свой личный блог, пишу по обновлениям этой игры, пишу какие-то моменты личные из жизни, плюс пишу, когда у меня стримы. Ну, плюс у нас там еще чат комьюнити есть. Ну, вроде бы как бы все перечислил, поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий и не забудьте написать, чтобы я быстрее выздоровел. Всем удачи!